Здравствуйте, желающие узнать интересное про снимки ЛРО. Что может быть интересного в этом избитом вопросе, скажут многие. И все же, посмотрите, есть новенькое. Начну с известного, что спутник ЛРО был предназначен для решения многих новых и очень важных задач, с которыми, по сведениям НАСА, он прекрасно справился. Понимая это, следует осторожно относиться к упрекам критиков по поводу слабого по современным меркам качества снимков ЛРО, мест посадки Аполлонов и советских станций. Поэтому я решил проверить выводы критиков. Как правило, критики сравнивают снимки ЛРО со снимками известных спутников Земли. Возьмем, например, за основу для ЛРО спутник WorldView 2, запущенный в 2009 году. Орбита его находится на высоте 770 километров, но на нем установлено зеркало телескопа диаметром 110 сантиметров и с фокусным расстоянием аж 13 метров. Такое в ЛРО, конечно же, не поместится. На ЛРО установлены 3 камеры, а нас интересует только самая сильная по приближению, то есть узкоугольная. Она состоит из 2 одинаковых камер в целях возможности получения стереоизображений формата анаглиф. В этих камерах установлены телескопы сравнительно скромные по размерам. Диаметр зеркала 20 см, а фокусное расстояние всего лишь 70 см. Тем не менее, при высоте полета всего в 21 км над Луной нам обещают в черно-белом варианте почти те же полметра разрешения на пиксель, что и для дорогущего WorldView 2. Это реально. Однако, вот пример фотографии с WorldView 2. Попробуем совместить на одном кадре фотографии ЛРО и WorldView 2 в одном масштабе. Вот как это выглядит. Получается, что картинка с WorldView 2, хоть и не катастрофически, но все же действительно выглядит получше, чем у ЛРО, да еще цветная. Берем другой спутник Земли, GeoEye-1. У него телескоп почти такой же, как у WorldView 2, и разрешение пикселя тоже около полметра. Сравниваем и видим очень похожую разницу. Как же так? Получается, что если бы нам представили снимки Луны с качеством уровня этих земных спутников, то, пожалуй, нас бы это вполне устроило. То есть разрешение на пиксель выбрано для ЛРО правильно. А мы видим вместо ровера и посадочного модуля только неразборчивые пятна. Может быть, у камер и телескопа ЛРО разрешение пикселя все-таки не полметра, а хуже? Или, может, возможности камер ЛРО почему-то недоиспользованы? Однако и то, и другое представляется маловероятным. Параметры есть параметры, поэтому поищем другие объяснения. И действительно, если посмотреть внимательно, то качество изображения поверхности Луны у ЛРО вполне приемлемое. Отлично отображены следы ровера и астронавтов, а плохо отображается лишь то, что в первую очередь привлекает наше внимание. То есть, как назло, именно только оставленный на Луне посадочный модуль и ровер. Так что вывод возможен такой. Критики не совсем правы, с пикселями все в порядке. Не соответствуют пикселям только самые интересные места снимков. И это уже настораживает. Еще более непонятна форма тени посадочного модуля. Увеличим этот участок снимка ЛРО и сравним изображение на снимке с размером посадочного модуля. Видно, что тень модуля не повторяет контуры модуля, а как бы окружает его. При этом Солнце стоит явно высоко над горизонтом. Но разглядывая тени в кратерах, этого отнюдь не скажешь. Тени гораздо больше похожи на снятые при довольно низком Солнце. Я решил подробно заняться вопросом, какие тени должны быть у кратеров. Прежде всего, надо установить, каков угол склона у кратеров Луны. Найти точный угол склона мне удалось только для кратера рядом с местом посадки Аполлона-12. Там кратер имел склон около 10 градусов. Для Аполлона-16 подходящего снимка кратера рядом с модулем я не нашел. Поэтому я совместил 5 официальных обзорных снимков и получил панораму с кратером около посадочного модуля Аполлона-16. По виду кратера можно предположить, что у него наклон близок к 12 градусам. Я сделал из бумаги макеты 4 кратеров с уклонами в 12, 15, 21 и 30 градусов.
Чтобы края макетов не гнулись, я приклеил их к отверстиям в листе арголита, а арголит укрепил рейкой. На листе установил штыри, по длине теней которых можно измерять угловую высоту осветителя в градусах. Видим, что при низком солнце тени по форме похожи на параболу, которая сужается при подъеме солнца или с уменьшением глубины кратера. Когда солнце поднимается под углом большим угла наклона кратера, тень принимает размытые очертания, а при более высоком солнце вообще почти исчезает. Учитывая все это, можно уже судить о высоте солнца на снимках ЛРО. Вот еще один снимок ЛРО по какой-то причине с худшим разрешением пикселя. Вырежем из него часть, соответствующую предыдущему снимку, и совместим эти два снимка. Что мы видим? На снимках нет холмов, только кратеры, тени все в одну сторону. Даже камни почти не просматриваются, что вообще-то странно, если видны следы. На правом снимке не видно никаких следов ровера или астронавтов, но модуль есть. Длина тени модуля на правом снимке составляет 28 метров. При высоте модуля в 3,3 метра это соответствует углу Солнца над горизонтом в 6,5 градусов. Солнце стоит на западе. Тень близко к модулю кратера не соответствует 12 градусам его наклона, а скорее соответствует 20 градусам, чего не может быть. Кратер ведь совсем не глубок. Есть даже косвенные сведения о 10 градусах, ведь если бы кратер имел 20 градусов, это грозило бы опрокидыванием модуля при посадке. Такое непременно было бы упомянуто. На правом снимке тень остатка модуля длинная, а тень от ровера осталась короткой. Тени от приборов и сами приборы вообще не нарисованы. На левом снимке вот эти два кратера имеют одинаковые тени, значит и угол ската у них одинаков. Кратер 2 темнее, значит он глубже. А на правом снимке эти кратеры 2 и 3 имеют форму тени, соответствующую меньшей глубине, чем близкий к модулю кратер 1. Это означает, что форма тени на кратере 1 нарисована неправильно. Я не случайно сказал «нарисована», поскольку иначе просто не может быть. При высоком солнце, в соответствии с формой тени модуля на левом снимке, тени на кратерах должны почти отсутствовать, но их отчетливо видно, что может быть только при низком солнце. Получить более контрастные тени возможно обработкой снимков, например, значительным уменьшением яркости. Но тогда на снимке не было бы ярких мест, а это не проходит. Тогда у модуля тень должна быть длинной, а она нарисована короткой. Вот еще один малоизвестный снимок ЛРО этого же места. По тени модуля можно сказать, что Солнце стоит близко к зениту и к западу, но тени в кратерах соответствуют отнюдь невысокому положению Солнца. По моим снимкам не выше 25 градусов. Разрешение этого снимка не очень высокое, но в отличие от снимка 2, все следы отлично видны. Проявляются даже такие следы, которые не видны на гораздо более качественном снимке. Вывод опять один. Снимок ретушировали. Стало быть, все три снимка ЛРО ретушировались и подвергались обработке. На первом и третьем снимках сделано наложение на снимки Луны следов ровера и астронавтов. На всех снимках сделано наложение нечетких расплывчатых изображений модуля и ровера вместе с их тенями. Это явная подделка, имеющая целью продлить обман с полетами на Луну. Она логически вытекает из уже доказанного мною факта подделки единственного видео поездки ровера по якобы Луне. Тем не менее, продолжим изучать снимки. Вот имеется видео старта Аполлона-16 с Луны, на котором видны оставляемая часть лунного модуля и местность вокруг. Видео сделано в далеком 1972 году. Я выбрал хороший кадр, потом повернул и обрезал первую рассмотренную нами фотографию ЛРО для простоты сравнения. Давайте сравним. Легко убедиться, что все ориентиры на местности в точности совпадают, вместе со следами колес ровера и самих астронавтов. Это впечатляет. Но вот что я вдруг заметил. Изображения не просто совпадают, а совпадают в точности даже формы теней, холмов и кратеров. Это как минимум странно.
Поэтому я решил рассмотреть фотографии ЛРО для других экспедиций. И тут наткнулся в интернете на важную для меня статью. Оказывается, я не первый придумал повернуть и обрезать фотографию ЛРО, чтобы упростить ее сравнение с кадрами видеостарта. Вот еще аналогичное сравнение для Аполлона-14. Автор статьи утверждает, что столь подробные детали рельефа Луны, как на видео, до полета Аполлона-14 были никому неизвестны. А раз так, то они, по его мнению, являются стопроцентным доказательством полета Ориона на Луну. Ведь такая подделка логически невозможна. Действительно, нельзя же подделать то, что еще неизвестно. Но тогда что же, посадка была в неизвестное никому место? Слишком рискованно, поэтому я решил проверить, а действительно ли рельеф местности не был никому известен. И точно, автор здесь явно увлекся и ошибся. Не было никакой неизвестности. Вот снимок, сделанный спутником Луны Lunar Orbiter 3. Он летал в целях поиска места посадки для Аполлона-12. Снимок сделан с качеством на вид не хуже, чем у ЛРО, хотя по параметрам камеры он вдвое уступает ЛРО в размере пикселя. Разумеется, что аналогичные снимки делались и для всех следующих Аполлонов. Лунар-орбитеров было 5. Они не только искали места для посадок, но измеряли радиацию, гравитационные поля и прочее. Получается, что за 40 лет прогресса камеры и телескопы спутника ЛРО почти не улучшены по разрешению пикселя по сравнению с аналогичными в Lunar Orbiter 3. Вот это действительно сюрприз. Спасибо автору статьи за то, что мне пришлось это выяснить. И тем более спасибо за предоставленные материалы по сравнению снимков ЛРО и кадров видеостартов Аполлонов 14, 15 и 17. Должен признаться, что когда я увидел эти двойные снимки, я был реально ошарашен. На всех парах снимков видны полнейшие совпадения формы теней для всех объектов. Таким образом, случайность здесь исчезающе маловероятна, и возникает впечатление, что совпадение это было вынужденным. Почему маловероятно? Да потому, что день на Луне длинный, это почти земной месяц, и чтобы выбрать подходящий момент для съемки с идентичными тенями, надо очень долго вращаться на орбите и ждать. А зачем? Нет же вообще такой нужды. Кроме того, за 40 прошедших лет местность Луны должна была хоть немного измениться, а на всех парах снимков полная идентичность. И так 4 раза подряд. Просто какая-то ненаучная фантастика. Сходится все до малейших деталей, даже то, что можно принять за дефект кадра. Тут я уже крепко призадумался, как такое чудо могло получиться, и полезли в голову всякие крамольные мысли. А существуют ли вообще на Луне такие места посадки? А что, если все фотографии этих мест не более чем проекты декораций на Земле, на которых имитировались условия Луны? Просто нечего было снимать этому ЛРО на Луне. Вот он и не особо старался. Подретушировали только старые фотки и вставили их в новые. Врать так с размахом. Виды декораций в другое время лунных суток тоже можно сделать и вставить в реальные снимки Луны. Но тут я понял, что нарушаю свои же собственные правила, не облекать лишь фантазии в форму реальных исследований. Поэтому на этом интересном месте я с вами пока прощаюсь. Спасибо за внимание, до новых встреч на YouTube.